В утреннем холле крупного отделения Bank of America в Нью-Йорке стоял запах дорогих духов, полироли и напряжения, которое обычно сопровождает час пик. Среди людей в деловых костюмах тихо вошла Эмилия Воронова, девушка в простой серой худи и кедах, с собранными волосами и без намека на косметику. На фоне клиентов премиум-класса она казалась случайной прохожей, забредшей не туда, куда нужно. Но в руках Эмилии были документы, которые открывали доступ к активам, известно крупным банкам по всей стране. После смерти бабушки, Елены Вороновой, владелицы международной сети гостиниц, она стала единственной наследницей огромного состояния, хотя сама выглядела так, будто пришла сюда оформить студенческий счет. Очередь двигалась медленно. Эмилия тихо ждала, опустив взгляд, стараясь не привлекать внимания. Но когда подошла ее очередь, и она протянула документы, сотрудница банка, ухоженная женщина по имени Крис Браун, посмотрела на нее с плохо скрываемым презрением. Вежливость Эмилии только усилила раздражение сотрудницы, которая решила, что перед ней очередная самозванка, мечтающая проникнуть в VIP-зону. Просмотрев документы мельком, Крис демонстративно отбросила их на стойку, громко объявив, что девушка задерживает людей, и перепутала двери. Несколько клиентов стали свидетелями сцены, но предпочли не вмешиваться. Каждый делал вид, что слишком занят телефоном или своими делами. Эмилия попыталась спокойно объяснить, что документы настоящие, но сотрудница лишь повысила голос, обвинив ее в попытке получить доступ к чужому счету. Тишина в холле стала напряженной. Девушка подняла голову и спокойно попросила позвать управляющего, единственная фраза, сказанная без тени эмоций. Эта просьба вызвала вспышку ярости у сотрудницы. Но в тот момент один из клиентов, солидный мужчина в костюме, неожиданно вмешался. Он взглянул на документы внимательнее, и выражение его лица резко изменилось. Он узнал фамилию. Счет Вороновой был одним из крупнейших в филиале. Его тихие слова прозвучали громче любого крика. Это счет семьи Вороновой. Холл будто замер. Несколько человек ахнули. Крис побледнела. Теперь она уже знала. Это имя в банке произносили только шепотом, и уж точно не позволяли себе грубостей. В этот момент в отделение поспешно вошел управляющий, Мэтью Рейес. Его взгляд мгновенно узнал девушку, чьи документы он просматривал в отчетах еще вчера. Осознав, что произошло, он подошел с уважением, извинился и пригласил Эмилию в VIP-зал, где уже были подготовлены формы для подтверждения ее наследственных прав на счета и депозитарную ячейку. Пока управляющий профессионально объяснял детали, Эмилия слушала, но думала совсем о другом. Бабушка всегда говорила ей, что достоинство человека проявляется именно в те моменты, когда никто не знает его истинного положения. Сегодня она почувствовала смысл этих слов слишком остро. Когда оформление завершилось, она отказалась от сопровождения и вышла в холл одна. Там стояла тишина. Люди расступались, проводя ее взглядами, полными смеси уважения и сожаления за то, что только что произошло.